Конечно, нам бы хотелось сделать вот так. А получилось, как всегда. У нас куча барахла, куча чемоданов, куча пакетов и куча сумочек. И все это буду тащить я. На ручке еще тебя. Мы доехали сейчас на железнодорожный вокзал Варны и ждем наш поезд в Софию. Будем ехать ночь и в 6 часов утра со всеми этими манатками нашими будем в Софии. Ну а дальше не знаю, будем все на месте решать. Я посчитала все наши чемоданы, пакетики и сумки. 15 мест у нас. Коляска и 2 детей и бабушка. Уже солнце село, ждем нашего поезда, а его все нет и нет. На вокзале Варны я встретила землячку, очень хорошую женщину, которая также уезжала в Софию на этом поезде, и она помогла мне затащить эти тяжеленные чемоданы в вагон. Без нее я бы просто надорвалась. Вот так вот выглядит общий вагон, бесплатный из Варны до Софии. Ну, пока бесплатный для украинцев. Я думала, здесь хотя бы можно будет лечь, как у нас в плацкарте. Но нет, будем сидеть. Да, скажи. Дети поспят, конечно. Однозначно, потому что нам всю ночь ехать еще. Всю ночь мы будем в дороге. Ну все, с Богом, наконец-то отъехали. Я не помню, когда я последний раз ездила в поезде. А в электричке вообще, наверное, еще в студенчестве, когда в институте училась. Напоминает такой Советский Союз. Смотрю в окно, рассвет, такое ощущение, что мы едем по Украине. Куда-нибудь в Карпаты. В Софии сели в такси. Сейчас едем на автовокзал и будем дальше думать, брать билеты в Македонию или в Тирану, в Албанию, чтобы куда-то хоть добраться. Ну и так как вещей у нас очень мало, пришлось взять 2 машины. 10 лев одна и 10 лев вторая. Распихали чемоданы поровну. Мама в одной машине, я с детьми в этой. Пипец. Ку-ку. Что, приехали мы на автовокзал Сердика, а наш автобус в 7 утра уже ушел сегодня. И, честно говоря, мы бы на него никак не успели физически, потому что у нас без 5-7 только наш поезд пришел из Варны, ну нереально было доехать. 1 раз в день ходит на Скопье автобус, но теперь нам придется ночевать здесь, в Софии. А потом я вернусь сейчас, мы определимся с отелем, я вернусь сюда на автостанцию и буду что-то решать с билетами на завтра. Когда ждем заселения в хостел на ночлег, а нас все не заселяют и не заселяют, потому что нужно подождать 11 часов дня. И дети сходят с ума тут уже. Дочь моя сделала себе домик и ждет. А вообще мы сейчас находимся на центральном автовокзале Софии. Покажу вам его немного. В Софии очень удобно то, что и ЖД вокзал, и автовокзалы, а их несколько, все расположено рядом. В здании центрального автовокзала много кафешек, и цены очень приемлемые, что приятно удивило. И я иду. Заходи, Алиса, я коляску завезу. Скопление вокзалов. Вот здесь вот находятся все кассы автобусные, все рядом совершенно. И вот там, вдали, за этим зданием автовокзала виднеются железнодорожные пути. Но мы не могли обойтись без такси с нашим багажом ужасным, конечно же. А те, кто путешествует налегке, здесь пешочком вполне можно от ЖД пройтись к автовокзалу и решить все свои вопросы с покупками билетов. Этот ближайший к вокзалам отель очень дорогой. Сутки здесь стоят от 185 левов. А вот рядом есть хостел, и он намного дешевле. Вот, смотрите, центральная автогара Софии. И вот там дальше ЖД, колеи. И вот здесь автовокзал Сердика. Все рядышком. Сейчас мы уже в центре Софии. Мы ищем какой-то хостел на ночь, потому что в районе ЖД вокзала и в районе автовокзала абсолютно все занято. А мы не хотим удаляться далеко, мы потихонечку дошли в центр. Здесь идти буквально 5 минут от железнодорожных вокзалов. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Мы сняли номер на ночь в
Софии, и тут уже все улеглись. Обошли 6 или 7 хостелов, кучу отелей, здесь все в центре, возле ЖД вокзала, не могли найти свободный номер, вообще нереально. Все занято, я не знаю кем, туристами, проезжающими тут транзитом, в общем, кошмар. Мы, наверное, прошли пешком 5 километров, и сейчас нашли номер в отеле, 75 левов в сутки. Устали ужасно, Алиса еще приболела, как обычно в дорогу какой-то ротавирус нам принесла, рвет ее фонтаном. Короче, кошмар. Руки идите, помойте. Устали, конечно, но номер нормальный, будем отдыхать. Большой, просторный, выспимся, а завтра снова в дорогу мы. И тут есть Wi-Fi. Кому чего? София. Красивый город. Все, мы наконец-то сегодня первый раз нормально пообедаем. После расселения в отель вышли в центр, мы живем прямо в центре. Сейчас покушаем и пойдем гулять. И здесь, прям рядышком с этим кафе, я только что прошла, есть минеральный источник центральный, я вам покажу. Это у нас самый голодный человек, слава богу, вроде все нормально, ее уже не рвет, попробую ей супчик дать немножко. Садись, Дотя, будем кушать, давай. А мой суп будешь? Мой вкуснее. Мой крем-суп я больше люблю такие. Вода очень горячая в этом источнике. И сюда приходят с канистрами, люди набирают воду, как у нас на бювете. Вообще горячая-горячая. Давай умоем Алису. Все, умылась, ты красотка? Давай. Ну, думаю, да, раз воду набирают в канистрах, пить можно. Это центральная минеральная баня. В Софии много целебных минеральных источников. Мы с Алисой гуляем по Софии. Кстати, болгары говорят София правильно произносить. Это мы говорим София, а они София. В свое время на месте центральной минеральной бани османы возвели хамам, который был разрушен после болгарского возрождения. Позже на его месте было решено возвести новый городской банный комплекс. Патриотические украинские трамваи и троллейбусы, кстати, здесь точно такие же. Это античный комплекс Сердика. Ходят слухи, что здесь похоронен болгарский национальный герой Василь Левский. А церковь Святой Петки Самарджийской расположена в самом центре. Вот она. Я вообще первый раз гуляю по центру Софии. Мы раньше все время проезжали здесь проездом. София может поспорить с греческими Афинами за право считаться самой древней столицей Европы. Конечно, полдня здесь это очень мало. Ну все, мы здесь, короче, остановились. Алису отсюда забрать не можем. Она идти с нами дальше не хочет. Не хочет идти с нами? А надо. Идем по центру Софии. Украинский троллейбус нашли. За полкилограмма клубники лев 90. Река совсем высохла. Такая маленькая-маленькая. Но, судя по уровню, она может подниматься намного выше. Все, мы уже идем в номер. Будем сегодня отдыхать и готовиться к завтрашнему длинному переезду в другую страну. А я еще пойду вечером куда-то кофе выпью в город. Я сюда это все дотащила. Ждем наш автобус в Тирану. Сейчас 4 часа вечера мы выезжаем. И завтра рано утром мы будем в Тиране, в Албании. Самое тяжкое в переездах с детьми, в таких длительных переездах, это ожидание автобуса. Это кошмар. Автобус еще не успел отъехать из Софии, как начался голод. Обед. Жалею, что не успела купить машину. Это сейчас значительно бы облегчило мою жизнь. Тая едет у нас вот так.
Дорога плавно уходит в горы, и эти места очень напоминают наши родные карпатские села. Капюшон упал? Я не заметила, как мы пересекли границу Македонии, сейчас едем в сторону Скопья, столицы. Итак, наш адский переезд продолжается. Мы сейчас в Тиране, и сейчас 2 часа ночи. А следующий автобус на наш Борщ, куда мы едем, придет в 5 утра. И мы просто вот здесь вот сидим и ждем. А еще мы приехали на автовокзал, а оказывается наши автобусы в 5 утра, которые в Борщ отправляются в Химару, они идут с другой автостанции. Вот мы на такси доехали сюда, мальчик нас довез. И сейчас просто вообще здесь ни автовокзала, ни здания, вот где можно было бы зайти, какой-то зал ожидания, ничего нет. Ну это, конечно, жесть. Это самый такой адский переезд, вот, и с одной стороны в другую в моей жизни. Сейчас буду укладывать Алису в коляске спать. Ну, что хочу сказать. Нам отсюда, из Тираны до Борща ехать 140 километров. Но это не так, как из Одессы в Николаев. Не 1,5 часа, а часа 4,5, потому что там вот такие вот страшные серпантины над пропастью, над морем. И транспорт, и вообще машины и автобусы там едут очень-очень медленно. Будем ждать сейчас утра. Ну, еще часа 4, наверное, 5. И уже что-то начнет работать, когда начнет светать, и, может быть, какие-то билеты возьмем на автобус. Где-то здесь, в поле. Мы как бомжи. Просто. Еще осталось 1,5 часа до автобуса. А утро, чем утреннее, тем холоднее становится. Мы тоже завернулись во все. Ждем. Кому хорошо, так это Алисе. Дождались мы маршрутку на Борщ, выехали из Тираны, сейчас проезжаем большой албанский порт Дуррес, и дальше дорога уйдет вверх в горы по извилистым серпантинам. У нас остановка, наконец-то. Таю тошнит, Алиса нормально, еще остался час езды. Впервые в Албании я побывала почти год назад. Мы путешествовали с семьей на машине, снимали уютную виллу в Саранде. Я влюбилась в эту страну, в эти горные красоты, побережье Ионического моря. Мы планировали с мужем сюда вернуться этим летом, но никто тогда не думал, что в нашу страну придет война. И что в итоге в Албанию приеду я одна. Мы стояли тогда с ним именно на вот этой смотровой площадке, смотрели вниз на побережье и хотели вернуться в этот поселок Борщ и снять маленький домик на берегу. Наш балкончик. И это мамино рабочее место на ближайший месяц. Я попросила, чтобы доставили для Алисы детскую кроватку. Мы с Таей спим здесь. Мама будет спать там, где я показывала перед этим. Слава богу, мы сюда добрались. 3 дня? Не прошло и 3 дня. Выход из нашего номера. Горы, красота, птички поют. Класс. Коровки. Маленький албанский поселок Борщ, украинцы называют его Борщ, это понятно. Это место еще мало освоено туристами, именно поэтому я выбрала его. И мы сняли бюджетный номер в отеле на берегу на весь июнь.
Ребят, ну что, мы уехали из Болгарии, уехали спонтанно, потому что мы, конечно, думали в ней остаться. Сами от себя этого не ожидали. Ну и так, хочу рассказать вам, что произошло лично у нас. Как вы все помните, социальная программа в Болгарии для украинских беженцев продолжалась до 31 мая. Мы жили в отелях, мы питались бесплатно, трехразовое питание у нас было, спасибо за это огромное Болгарии. Дальше, вплоть до 15 мая, сами болгары, они не знали, как поступить, не выгнать же этих людей на улицу, потому что у многих мам с детками действительно нет материальной возможности себя обеспечить, снимать отели и это все оплачивать. А вернуться они не могут, потому что просто многим в Украину сейчас некуда возвращаться. Наши города бомбят, многие города бомбят, а у некоторых разрушены дома. В течение этих 3 месяцев, которые мы жили здесь, на курортах Болгарии, финансирование хозяев отелей происходило от Евросоюза. То есть Евросоюз выплачивал по 40 лев на каждого проживающего в отеле беженца. Выплачивал лично хозяева отелей. Ветер такой сильный. Вот. А затем, примерно после 15 мая, правительство Болгарии пересмотрело свое решение и решили никого на улицу не выгонять. Пришли к тому, что будут переселять в другие отели, подальше от моря, чуть-чуть отодвигать нас всех с курортов. И питание урежут с 40 лев на человека до 15 лев на человека. Вот. И сказали просто ожидать. Нужно было заполнить эту анкету социальную на одном из сайтов, отправить ее туда, сохранить и ждать. Мы, в принципе, все это сделали, потому что если этого не сделать, сказали, что бесплатно вас ни в какой отель не переселят. Ну и приблизительно после 24 мая началось плавномерное, скажем так, переселение из одних отелей в другие. Например, моих знакомых с города Святой Константин и Елена из отеля «Глория» перевезли в отель «Варшава», который у нас по соседству. Еще моих знакомых одних оставили в отеле «Магнолия» в 5-звездочном. Ну, то есть, из каких соображений это делалось, мы не знаем, кому как повезло. Нам же, мы все это время жили в отеле, в нашем, в котором мы были изначально, и нам это распределение на почту не приходило. Наступило уже 27-е, 28-е, 20 какого-то числа, уже не помню точно, моя мама приехала из Украины. Вот. И так как приехала мама, конечно, мама хотела больше остаться в Болгарии, еще как минимум на месяц, потому что все эти переезды для нее очень тяжелые. Вот. И из-за этого мы, в принципе, были не против остаться в Болгарии. Ну и решили подождать, куда же переселят именно нас. Но тут я хочу внести небольшую поправочку. Где-то примерно в апреле месяце, когда я еще не знала, что мама к нам приедет, она к нам вообще не собиралась, я забронировала на букинге отель в Албании с 31 мая, потому что в Болгарии больше 3 месяцев я из своих личных соображений находиться не планировала. Вот. В общем, мама приехала и очень уговаривала, чтобы по возможности у нас получилось так, чтобы мы остались еще на июнь в Болгарии. Я уже думаю, ладно, фиг с ним, с той бронью на букинге Албании моей, если что, я ее отменю. И решили мы дождаться распределения по анкете. Наступило уже 31 число, а 1 нас уже всех должны были рано утром выселить из наших отелей. А 31 нам до сих пор никакого распределения не пришло. И таких, как мы, было достаточно много. Из нашего отеля было человек 30, точно таких же, которые ждали до последнего. Все эти последние дни наши в сентябре, я, конечно, уговаривала маму, чтобы мы уехали в Албанию, но она боялась, что переезд очень длинный, очень тяжелый, и ей будет страшно тяжело по состоянию здоровья. Вот. И тут мы дождались распределения. Есть такой населенный пункт, называется Елхова. Это маленький-маленький поселок на границе с Турцией. Чтобы туда доехать, за нами должны были приехать автобусы, забрать нас, отвезти на железнодорожный вокзал Варны, посадить в поезд до Софии, 6 или 7 часов ехать на этом поезде, потом из этого поезда сесть в другие автобусы, это все с багажом, с детьми, и потом оказывается, что всех этих людей направили не просто в поселок на какие-то базы отдыха, а это именно концлагерь, ну по-другому я не могу сказать. Вагончики пластиковые, в поле пекло, ни одного дерева, вокруг колючая проволока. Им всем дали единственный сэндвич и по бутылочке воды. Дети голодные. На вопрос, где нам покормить детей, это девочки рассказывали. Ну, пожимали плечами, говорили, ну идите, ищите магазины. Я вам покажу, вот сюда поставлю несколько фотографий, которые я нашла, но это, конечно, ужас жуткий. Мне очень жалко этих мамочек, которые оказались в такой сложной ситуации. И я сказала, наверное, более в мягкой форме, потому что даже вагончиком это назвать нельзя. Это типичный контейнер, как будка. Будка, вокруг колючая проволока.
и это все нагревается под палящим солнцем ужасно. И доходило до того, что инвалиды, пожилые люди и маленькие дети, они просто теряли сознание. Вызвали журналистов, вызвали репортеров в Болгарии, туда наехало их очень много, весь этот кошмар снимали. И мы уже, конечно, к тому времени сели в этот поезд, мы уехали, мама решилась на этот переезд в Албанию. Вот. Ну, слава богу, как говорится. У нас сейчас все хорошо, а мам этих тоже, я очень рада за них, потому что они добились того, что вот 2 дня они там промучились, и их переселили на какие-то базы отдыха, в горы, в какие-то отели. Но почему такая несправедливость и почему так поступило правительство Болгарии, я не могу сказать. То есть, получается, кто-то остался в 5-звездочных, 4-звездочных хороших отелях на берегу моря, на Золотых Песках или на Солнечном береге, а кого-то просто вот так вот на произвол судьбы бросили. И я понимаю, что те, кто поехал из МАМ в это Елхово, в этот концентрационный лагерь, по-другому я не могу сказать, это люди, у которых абсолютно нет финансовой возможности что-то изменить, оплачивать хотя бы какой-никакой малюсенький номер в отеле, какое-то питание себе покупать. Они просто не могут физически себя обеспечить, потому что у них нет работы и маленькие дети. И это очень страшно. А еще в этой ситуации, знаете, что вот поразило больше всего, что многие мамочки, они одни абсолютно в этой Болгарии, как беженцы, возвращаться в Украину некуда, детки маленькие. И до самого последнего момента власти Болгарии не сообщали, куда их повезут. Как вот можно сесть в автобус, да, с маленьким ребенком и уехать в никуда, вообще в неизвестном направлении, не зная, что тебя там ждет. Но я бы, например, так никогда не поступила. И можно понять этих людей, которые просто отказались туда ехать. И это не значит, что мы беженцы такие переборчивые, такие плохие. Каждого человека есть хоть какой-то выбор, и нужно, ну это просто вот, ну как по мне, какое-то скотское было решение, так нельзя было поступать с людьми, однозначно. Все мы люди. Кто у нас тут живет, скажи? Гав-гав? Мы одни в отеле на данный момент. Красиво здесь, да? Такие закаты в Албании обалденные. В прошлом году в Саранде мы были год назад. Давай. Мне здесь очень нравится, прям очень-очень. Вот такое вот мое место. Я вообще не жалею, что мы сюда приехали. Все, Алиса нашла себе друга тут. Мы сегодня так устали после этого адского тяжелого переезда. Ничего не считаю, еще с курсом не разобралась, что к чему, что сколько стоит. Уже здесь ужинаем пока сегодня в нашем кафе, в нашем отеле, скажи. Тая себя плохо чувствует, ее рвет, укачала сильно, ацетон поднялся. У нас все как обычно, мы когда куда-то далеко очень переезжаем, ей плохо становится, она не выдерживает. Такое у нее здоровье. В общем, сейчас кушаем и идем отдыхать. Ты тоже. А ты будешь пробовать картошку? Я не могла долго разобраться, что это такое. Это называется на албанском цацики. Не могла перевести ни в переводчике, никак. Но я попробовала. Это как картошки фри. Очень вкусный соус. К собаке убежала. Все, с этой собакой теперь ее не оторвешь от нее. Очень-очень вкусный соус. Там какая-то зелень, оливковое масло. Обалденный вкус у него. Ни на что не похоже. И как вот сказать правильно на русском языке, я не знаю. Ма, попробуй. Что самое классное, пляжи, такие, как я люблю, они абсолютно пустынные. Лето только начинается, начало сезона, людей вообще никого.